Привет, интернет! Меня зовут Владислав, и добро пожаловать в новую рубрику на моем канале «Переиздание против первопрессов». Вспомните, сколько раз, покупая винил в новенькой упаковке, вы приносили его домой, открывали и плевались на качество печати обложки. А сколько раз, ставя иглу на пластинку, вы удивлялись скомканности звучания винила. Представляете, сколько слов мата до сих пор не доходило до недобросовестного издателя винила, выпускающего некачественный продукт. Похоже, настало время прошерстить мою полку и показать вам, какие из переизданий заслуживают своих денег, а какие достойны только сожжения. Итак, как это обычно происходит? Сидите, значит, вечерком, попиваете чай, слушаете ваши любимые альбомы из 80-х, будь то Heavy, Trash, Death, New Wave of Heavy Metal, не суть важно. Слушаете, значит, никому не мешаете, и в какой-то момент вам приходит в голову осознание, что вы хотите эту вещь себе в коллекцию, и желательно на виниле. Открываете браузер, начинаете искать, что у нас здесь. Оригинал, 60 евро. Неплохо. Классика, конечно, но дороговато. Да и состояние НМ. Посмотрим, а что у нас по свежему изданию? Ага. Переиздание. Ремастер. 20 евро. 180-граммовый винил. Минт. Да, пожалуй, это мой вариант. Думаете вы. Покупаете, приходит к вам эта пластиночка, новенькая, запакованная, блестит. Шик, блеск. Ни единой царапинки. Открываете ее, значит, ставите на вертушку в предвкушении того самого звука из 80-х. Садитесь в кресло с чаем. Начинаете рассматривать конверт. А по итогу получается, что и звук не тот, картинка на обложке какая-то нечеткая, фотография группы замылена. В общем, сплошное расстройство. Знакомая ситуация? Для большинства, я думаю, очень знакомая. Но давайте уже перейдем от слов к делу. К первому сравнению переиздания с первопрессом, на примере которого я вам покажу, в чем же могут быть плюсы и минусы. Сразу оговорюсь, что я не турбомагнат и не фанатик, чтобы покупать абсолютно все альбомы в виде переиздания первопресса. Но кое-что у меня нашлось. И огромное спасибо моим подписчикам за помощь в приобретении британского первопресса альбома Forbidden Evil. Благодаря вам стало возможно появление как этой рубрики, так и этого видео в частности. Ну а свежее переиздание от Fluga Records я приобрел самостоятельно. Для начала давайте взглянем на первопресс. Достался он мне от британского продавца и на вид производит впечатление состояния Near Mint. Да, конверт действительно сохранился отлично, чего не скажешь о виниле. Винил весь в царапинах. И это отразилось на звучании не лучшим образом. Пластинка уже довольно заметно шуршит в тихих местах. Это, кстати, послужило причиной покупки переиздания. Но сначала я хочу, чтобы вы запомнили, как выглядит обложка этого альбома. Четкие контуры, при приближении видны все детали. А фотография группы занимает полностью заднюю часть конверта, а качество печати фотографии радует глаз. Ну, давайте посмотрим, как у нас дела с качеством печати на переиздании. Первое, что я могу отметить при беглом взгляде, это насколько же здесь задрана контрастность. Но стоп, Влад, на что это влияет, спросите вы. Запомните, повышенная контрастность, как правило, убирает количество деталей в самых темных и самых светлых областях картинки. Их становится меньше. Давайте сравним. Идем дальше. Почему размер картинки на переиздании отличается от размера картинки на первопрессе? Все просто, потому что его слегка увеличили и обрезали по краю. Когда же такое случается? А случается такое, когда у лейбла нету на руках хорошего исходника от автора арта для обложки,
либо от лейбла, изначально выпускавшего этот альбом. И сотрудники нового лейбла начинают всячески издеваться над имеющимися у них исходниками. А это либо исходники для печати CD-дисков, либо сканы с CD-диска, либо сканы с винила. В данном случае, мне кажется, лейблом был использован AppConvert. AppConvert – это увеличение изначально картинки в маленьком разрешении до большого формата. То есть, грубо говоря, растягивание под определенный формат. Но что я могу сказать наверняка, это то, что у ребят не было на руках хорошего исходника. Потому что, будь у них на руках скан винила, они получили бы гораздо более четкую картинку. А у оформителя переиздания было бы больше возможностей по подгонке изображения под оригинальный размер. И раз уж мы заговорили о четкости, помните, насколько четкий был арт на оригинале? Давайте теперь сравним его с переизданием. Думаю, любые слова здесь будут лишними. Фотографию на заднике переиздания решили не только уменьшить и обрезать, но и задрать контрастность настолько, что вы уже никогда не увидите здесь всех деталей. Ах да, я не могу не отметить любовь лейбла Floga Records к глянцу. Да, вроде бы изображение выглядит прикольно, издалека даже выглядит круто, блестит, переливается. Но присмотревшись, понимаешь, что глянец это лишь прикрытие для нечеткой картинки. А задранная контрастность и использование яркого цвета на заднике служит лишь для привлечения внимания. В оформлении переиздания хотелось бы похвалить только разворот, поскольку на нем фанаты группы действительно могут найти что-то интересное для себя. В остальном же абсолютный слив первопрессу. Но постойте, винил же это не только конверт, но еще и звук. Не знаю, как вы, а я при покупке все еще надеялся услышать тихую массу. И в этом плане на переиздании действительно все хорошо. Как я считаю, на переиздании звук прописан не хуже оригинала. А в части вокальных партий и тарелок даже слегка выигрывает у первопресса. Плюс действительно тихая масса и минтовое состояние. Также на этом переиздании добавили 2 трека, а это еще один плюсик в копилку. Да, и в чате моей группы, кстати, некоторые отмечали то, что на переиздании приглушен звук гитар. Я бы не сказал, что это сильно повлияло на мое впечатление от альбома, в отличие от выправленного вокала. Но такая особенность действительно есть. От себя я могу отметить то, что звук на первопрессе более агрессивный, сырой, живой. На переиздании же звук больше напоминает студийную запись. Он более вылизан и действительно похож на студийную запись нашего времени, а не так, как будто бы альбом записывали в конце 80-х. Ну что, время выбрать победителя? И похоже на то, что у нас ничья, друзья. Да, с одной стороны, у нас есть абсолютно ужасное оформление переиздания, и для многих из вас эта особенность уже превращает его в мусор и делают покупку первопресса оправданной. Но с другой стороны, звук на переиздание выигрывает у оригинала. И ценители звука наверняка оценят чистый вокал и звучание тарелок на переиздании. Я прекрасно понимаю, что сейчас найдется в комментариях армия тех, кому искренне нравится более агрессивный звук 80-х и, соответственно, флаговского первопресса. Спорить я ни с кем не собираюсь. Я лишь озвучиваю свое мнение, которое может абсолютно отличаться от вашего. Надеюсь, это сравнение для кого-то окажется полезным. А лейблу Floga Records я передаю пламенный привет. Теперь я буду следить за вашими релизами. Что ж, на этом у меня все. Помните, друзья, слушайте только качественную музыку и слушайте ее на виниле.